Я думала, да, действительно, все, сейчас соберем там подписи, и все, вот все проголосуют, все победим, мы же все этого хотим. Поместили в карцер. Мне вообще туда нельзя было. Но самое сложное было просто эту ночь пережить, пережить. Я забросила ребенка, да, работу, и я не смогу потом. Мне будет совесть гложить, а я не хочу. Я до сих пор не особо адаптировалась, по всей видимости. Но на сегодняшний день я просто уже обратилась к специалистам и буду проходить курс восстановления. Это все тяжело. У меня еще после августа психотравма была очень просто жуткая. И на сегодняшний день... это состояние, понимаете, это же хроническая депрессия, апатия такого плана идет. То есть ты все прекрасно вроде бы понимаешь, осознаешь. Огульная млявость, обыяковость до життя, и это не очень нормально, да, потому что надо начинать как-то потихонечку жить. Она когда уехала в турне по Беларуси, когда собирала подписи, мне было, конечно... Я не понимал. Не то, что не понимал. Я тогда просто очень быстро мы поговорили. И после этого она уезжала. И у нас не было, скажем так, обстоятельной беседы, почему она это делает. И как можно было скажем так, уехать, оставить ребенка, поехать собирать что-то, чего-то. А когда мы уже сели, поговорили с ним, я поддержал. Таких о том, что там перемотать или что-то еще нет. Но если ты уже решил, если ты уже пошел на что-то, да, то, будь добр принимать последствия своих решений и поступков, да. Но самое сложное было просто эту ночь пережить, пережить. Просто пережить, просто выжить, наверное. Я неправильно говорю, не пережить, выжить, просто выжить. Смотрите, я же сама военнообязанная, да. Я потеряла просто всякое уважение к военным, потому что мне до этого казалось, что это храбрые, мужественные люди. Ведь после августа было очень страшно вообще выходить, понимаете? Очень было страшно выходить. Ничего, я собирала рюкзак и выходила. Да? А они не смогли где-то в себе побороть этот страх, чтобы перебороть страх, чтобы защитить людей. Да, ужас какой. Мужчин. Тюрьма 8, она же вообще, в принципе, все сотрудники военнослужащие, да. То есть она вообще, в принципе, курируется именно военными, не МВД. Я с ними не здоровалась, потому что, как я могу здороваться с людьми, которых я не уважаю? Не уважаю за что? Поэтому, да, меня поместили в карцер. Я вообще крайне редко чувствую агрессию и злость. Я как-то научилась гармонично жить с собой и с миром. И, понимаете, чтобы чувствовать агрессию и злость, к этому человеку надо что-то чувствовать. А когда ты этого человека, просто презираешь, как ты можешь чувствовать к нему агрессию и злость? Никак. Нету. И мне вообще туда нельзя было. На самом деле нельзя было, потому что у меня же это диссоциативное расстройство. То есть, вы представьте, у меня непережитая психотравма, да, то есть, не пережитая. Ты морально не готов принять все, что произошло с тобой в августе, да, то есть ты, да, живешь, функционируешь, действуешь, думаешь, но нет, для того, чтобы психотравму пережить, да, ее надо прожить, а ты не готов, то есть не готов. А когда тебя садят в такие искусственные условия, где снова душно, снова мало места, и ты не можешь оттуда выйти.
Ну, это просто идеальные условия устроить себе 17 дней кромешного ада с повторением тех 3 дней. Да? Ну, то есть ты так 17 дней проживаешь 3 дня. Ну, я у фельдшера набрала валидола, вот, потому что я очень быстро поняла, что, к сожалению, психиатр, который работает именно в карцере, вот, потому что есть еще корпусной психиатр, и вот психиатр, который работает именно в карцере, наверное, забыл, что означает медицинская этика. Вот, и ждать от него медицинской помощи бесполезно. Вот. Все его советы сводились к тому, что мне нельзя думать так, как я думаю. И чтобы в условиях карцера, где ничего нет вообще, в принципе, и он прекрасно об этом знает, чтобы я чем-то занялась полезным. Ну, это такое издевательство. Это открытое издевательство. Вот. И я просто, я брала валидол фельдшером, потому что я понимала, что долго не протяну. Вот. И при наступлении панических атаках я просто садилась. Ну, в любом случае, ты даешь выход своим эмоциям. Я садилась, плакала. Ну, я позволяла себе все плакать. Все, да. Все было очень плохо. Как-то проживать вот это вот состояние. Это очень трудно, честно говоря, потому что ты ничего не можешь сделать в этой ситуации. Ты ничего не можешь сделать, кроме как, скажем так, передавать что-то. То есть передачи, вещи. Понятно, что она в жизни, она в заключении, но нашелся и человек. Потому что, когда я искал 4 дня и не мог найти, и не знаешь, где твой ребенок, жив он, либо мертв он. То есть, а здесь уже было понятие о том, что да, он жив, да, он в заключении. Но в любом случае, он здесь. То есть, дальше уже передачи, понятно, письма, передачи, там все остальное. А спокойнее стало, когда ее выпустили из зала суда. Ее освободили в зале суда, спокойнее стало. То есть до этого все-таки, это душевно непонятки. Потому что, что дальше будет, неизвестно. Сейчас намного спокойнее, конечно. Она со мной. Пока я находилась в карцере, конечно, у меня было достаточное время для самоанализа, подумать. Но, конечно, предполагалось, что все будет не так радужно, но что не настолько, да. Вот. И вот на сегодняшний день, вот так вот в реальности, если посмотреть, я забросила ребенка, да, работу. Ну, естественно, больше всего я сожалею, вот я сейчас пытаюсь наверстать это упущенное время сыну. Но это большее, что меня беспокоит. Нет. Точно нет. Нет. Даже в карцере, когда она была, я, допустим, понимал о том, что... Я понимал, почему она попала в карцер. Я понимал о том, что, допустим, это ее принцип. То есть, она не может поступиться своей совестью. То есть, если бы она бы поступилась, она бы не попала в карцер. То есть это человек, который прямолинейный, который может сказать в глаза то, что она думает. То она и высказала. И за это попала в карцер. И нет, и сейчас не могу сказать о том, что Оля, притормози. Я понимаю, что она сама должна к этому прийти, а я ее только поддержать могу. В этой ситуации я ее только могу поддержать. Она хочет она для своего сына хочет жить в нормальной, свободной стране. Я тоже хочу, чтобы они жили в свободной стране. Я купила себе прекрасную книгу Эриха Фрома «Анатомия человеческой деструктивности», чтобы вообще понять психологию, почему люди могут быть настолько бесчеловечны. Ведь мы все хотим, чтобы нас пожалели, да? Мы все хотим уважительного к тебе отношения. Да? Вот так вот. Мы все хотим
Мы все воспитываем детей на каких-то базовых моральных, нравственных ценностях, да? И тогда откуда берется такое количество людей, которые не ставят это вообще ни во что? Ну, то есть... По своей жизни знаю, что как бы, если ты сделал где-то кому-то плохое, тебе это обязательно отольется. Всем выльется по заслугам, скажем так, по Библии. Вот. И, ну, то есть этого уже не остановить. Я не знаю, понимают ли все ли это, о том, что как бы то, что было до августа, даже до мая, и то, что сейчас, то есть как бы все уже, того, что было, этого уже не будет. Я очень хочу, чтобы быстрее этот вот какой-то абсурд закончился. Я очень хочу, чтобы люди пришли в себя, наверное. Да, и очень хочется проснуться и начать новую жизнь. Возможно, это защита не только перед вами, но и перед самой собой тоже, потому что вот мы обсуждали этот момент с девочками, да, у нас есть группа. Вы понимаете, когда люди проживают такие стрессовые ситуации, они потом друг другу, ну, на самом деле, как родные, да. Вот, и мы обсуждали этот момент о том, что вот когда рассказывают то, что там происходило, вот все смеются, улыбаются, да, как бы так это нормально, а вот момент выхода, как встречали вот волонтеры, да, как помогали им, все плачут. Ну, то есть такие трогательные очень такие моменты. Вот. Конечно, мы все защищаемся, ну а что?